Еще раз добрый вечер всем, и кто меня сейчас слушает, и, надеюсь, может быть, еще послушает. Тема сегодняшней лекции, она написана на слайде, да, это художественная сфера как часть социального пространства, но звучит несколько суховато, скажем так, я бы даже сказала бюрократически, и вроде бы даже банально. Понятно, что художники живут в обществе, публика тоже живет в обществе, но на самом деле здесь огромная проблема заключена, потому что любые разговоры об искусстве, которые идут уже, например, на последние 2 века, они все время упираются как бы в две крайности. Одна точка зрения, которая имеет очень сильные позиции и интеллектуальные, и общественные, она заключается в том, что искусство что-то должно обществу, оно зачем-то обществу нужно, общество поддерживает то искусство, которое ему нужно, и, соответственно, как-то платит за это искусство, что-то заказывает, и, соответственно, может потребовать что-то от художника. То есть художник даже не в том смысле, что он обязательно прямо слуга или обслуживает, но, тем не менее, какая-то у него есть миссия, и какие-то есть обязательства, поскольку он живет в обществе, и, соответственно, мы можем это свести как раз к понятию «должен». Михаил, можно следующий слайд? Значит, таким образом, вот эти вот 3 вопроса я выделила, вокруг которых мы будем говорить. И как раз вот это вот 2 позиции, они связаны с ответом на эти вопросы, которые на самом деле не имеют никакого окончательного ответа. Другая крайняя позиция, которая тоже поддержана очень сильно и серьезно, и фундаментально и философскими концепциями, и интеллектуалами, и самими художниками, и, естественно, частью общества, заключается в том, что искусство – единственная сфера в обществе, вообще сфера культуры, которая тем и хороша, и тем и уникальна, что она абсолютно никому ничего не должна. Что художник, он гений, он обладает какой-то ему свойственной природой, особым взглядом на мир, непонятно каким образом ему данным, это как бы не имеет большого значения, но главное, что есть понятие гения. Этот гений выражает, ну, как птицы поют свою песню, и главное, общество не должно ему в этом мешать. И мы знаем огромное количество легенд, истории биографии, когда мы видим истории художников, которые были замучены тем или иным режимом, не поняты публикой, не поняты обществом, обруганы властью. То есть так или иначе его дар не смог состояться. Самое главное здесь ценность оказывается не долженствование по отношению к обществу, а понятие творческой свободы. И вот совместить два этих очень, очень важных ценности, зачем, для чего, в чем, прямо скажем, общественная какая-то польза, а с другой стороны абсолютная творческая свобода, которой нет ни у одной профессии в мире, да, а только у профессионалов художники претендуют на то, что они обладают такой полной и абсолютной свободой, и они требуют этой свободы, настаивают на ней, и, соответственно, защищают это право. Эти позиции совместить очень трудно. Но самое интересное, вот чем мы будем сегодня заниматься, будет заключаться в том, что мы рассмотрим одну, по крайней мере, концепцию, наиболее авторитетную, и наиболее, на мой взгляд, продуктивную, которая попыталась показать, что это две стороны одного процесса, что мы не можем разорвать это противоречие, и что оно возникло, что эти две стороны возникли внутри одной эпохи. Давайте следующий слайд. Михаил. Ну вот, например, посмотрим, сейчас у нас будет несколько картин, в которых мы увидим, что искусство создавалось как бы по каким-то разным критериям. Причем это все произведение искусства. Мы сейчас с вами посмотрим примерно слайдов 8 или 10. Я специально выбрала живопись, чтобы нам как бы не размениваться, и была какая-то наглядность. И у нас возникнет странное ощущение, что мы, глядя на это, оценить художественную ценность, не отвечая на вопрос, кто это смотрел, кому это было нужно, условно говоря, не внося это в какой-то контекст, или наоборот, будучи абсолютно свободны от этого контекста, мы будем получать совершенно разные ответы. Вот, например, это наш екатеринбургский художник Александр Бурак, который уже умер, но он прожил огромную жизнь, и он считается крупнейшим представителем
сурового стиля, был такой знаменитый советский суровый стиль, и он писал огромное количество индустриальных пейзажей. Северного Урала, приполярного Урала. Это огромное количество карьеров, драги, экскаваторы, огромные гигантские машины на фоне гор, которые проделывают какую-то гигантскую работу, проделывают трассы, делают турбопроводы. И этот художник был чрезвычайно успешен. Вот на что он еще важно понять, на чем жизнится успех. Известен, успешен, с высокой репутацией, заслуженный, имеющий кучу наград и любимой публикой. Но при этом, как бы мы очевидно вычитываем, что вот это вот как бы то, что называется индустриальное или производственное искусство, не могло создаваться, ну, скажем так, просто совсем вот просто благодаря какому-то творческому гению. Да, совершенно ясно, что это искусство, оно где-то висело. Оно висело в домах культуры, оно висело в актовых залах заводов. Его закупали для каких-то очень крупных общественно значимых помещений. И оно там функционально имело свое место, ну, примерно так же, как религиозные картины, там, скажем, фрески или иконы должны находиться в храмах и быть частью общего комплекса ритуала. В каком-то смысле картины вот этих советских производственных художников, они тоже были частью вот какого-то большого социального комплекса, какого-то гигантского социального ритуала. Они там были нужны. Давайте следующую смотрим. Вот еще один художник, Владимир Новиченко. Он гораздо менее известен. У нас есть, поскольку я живу в городе, в котором гигантское было количество в советское время заводов, такой индустриальный край. И вот у нас был такой химмаш. И Владимир Новиченко был заводским художником. Раньше на заводах была такая специальная заводской художник. Это были профессионалы, то есть люди с художественным образованием, по крайней мере, средним образованием. И вот он писал огромное количество картин, связанных прямо с химмашем. Вот цеха, продукция, все, что они производят, можно прямо изучать историю химмаша и его продукции по этим картинам. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что это не учебник и не просто иллюстрация к производственному процессу. Вот для меня, например, безусловно, что в этой картине есть художественная ценность, так же, как у Бурака. Мы можем его поставить в ряд другими какими-то пейзажистами и оценить какие-то его художественные приемы. Точно так же и здесь. Здесь чрезвычайно любопытно, и так и видно, что художник интересовало вот это соотношение объемов и форм. То есть для меня это, как ни странно, какое-то кубистическое полотно. Хотя понятно, что Владимир Новиченко, возможно, кубизм не любил, он был таким нормальным соцреалистом, но тем не менее какие-то формальные вещи в этом есть. Давайте дальше посмотрим. Вот, пожалуйста, искусство совершенно другого типа. Михаил Ларионов, да, русский модернист, авангардист, можно по-разному его называть, это начало 20 века. И совершенно понятно, что, вернее, наоборот, непонятно, где такая картина может находиться. Ее место только на выставке, в специальном художественном пространстве, куда придут подготовленные люди, смакующие тонкость стилистических мотивов, новизны приемов формальных. Они могут оценить оригинальность, они могут оценить работу с традицией, они могут оценить краски, контрасты. Что, значит, они оценивают? Значит, они оценивают не социальную полезность, они оценивают новации в языке, в стиле, в жанре, в манере, в цвете. То есть как обновляется живописный язык. Согласитесь, это совершенно другой критерий. И, соответственно, и публика, и спрос, и место должно быть совершенно другим. Давайте дальше смотрим. Значит, вот Наталья Гончарова, жена Михаила Ларионова, соратница, она был такой непоставленный, к сожалению, балет, литургия. И вот мы видим, что она совершенно новаторски, да, очень модернистски,
берет традиционные религиозные мотивы русской фрески, византийской, русской, древнерусской живописи, которая тогда была в начале 20 века заново переоткрыта, иконы были расчищены, и все ахнули от красоты именно той иконы, которая была до реформ, сделанных Алексеем Михайловичем. Той иконы, которую, собственно говоря, никто не видел. Вот эта вот фреска, напоминающая там, значит, Феофана Грека, прежде всего, то есть великих мастеров, византийцев или современников Андрея Рублева. Но мы, тем не менее, видим, что она и достаточно модернистская. И опять же, значит, соответственно, это искусство оценивается по совершенно другим критериям. Смотрим следующую. Тоже, смотрите, я выбрала, даже, смотрите, у меня есть название картины, но нет автора. Я это сделала, на самом деле, специально, просто потому что автор вообще не попадает ни в какие учебники. То есть это абсолютно какой-то третьестепенный автор, каких полно было во время нацистской Германии. То есть это не верхний слой там великих мастеров, это такой вот средний, как бы канонический художник, выполняющий социальный заказ. Такого рода картин во время, значит, нацистской Германии было создано огромное количество, поскольку проходили художественные выставки огромные, большим количеством полотен. И понятно, что картин подобного содержания было множество. Да? То есть это очевидный идеологический заказ, да, заказ полностью соответствующий нацистской идеологии, единство вождя и народа, один народ, один фюрер, да, значит, вот это вот некое единство. Как вы помните, может быть, слово «фашизм», которое изобрели итальянцы, оно и происходит от понятия «пучок», то есть как бы вот все соединены вместе. И художник, собственно говоря, эту задачу решает. Какие к нему претензии? Он как бы абсолютно точно выполняет социальный заказ. Выполняет, заметьте, теперь его в той манере, такой как бы реалистической, идеалистической манере, где не допускаются никакие модернистские искажения, никакие авангардистские приемы. Это как бы перед нами перенесение старой живописи XIX века, такой как бы проверенной временем. А Гитлер очень любил художников середины XIX века. Значит, вот, но они перенесены как бы в новые реалии. И совершенно понятно, что эта картина имеет смысл, значение только внутри своей эпохи. Мы даже не очень понимаем, мы можем потом с вами обсудить, как ее смотреть с точки зрения художественной ценности. У нас нет никаких зацепок. Значит, мы можем просто, мы можем сказать, что она сделана мастерски, что хорошо скомпонована, что задача художника выполнена, мысль донесена. Ну как бы, ну и что? Миллионы художественных произведений существуют. Любая учебная работа в художественной школе выполняется с точки зрения того, что ученик должен овладеть композицией, правильным соблюдением, например, там изображения людей, фона и так далее, и так далее. Вот все эти правильные приемы соблюдены здесь с ученической дотошностью, но больше здесь нет ничего. Смотрим дальше. Ну и, наконец, у нас последнее в этом ряду. Специально я беру такие вот вещи как бы контрастные. Мы видим перед собой такой уже типичный авангард, то есть беспредметное, как тогда говорили, искусство. Сам Кандинский называл это искусство о духовном. То есть это искусство, которое, в принципе, по замыслу Малевича, по тому методу, которым он следовал, вообще не имеет никакого отношения к жизни, с которой связано понятием отражения. То есть это искусство, которое не отражает никакую жизнь, оно как бы соткано и создано из некоторых духовных интуиций художника. Вот. И у него есть тоже свои какие-то законы. Значит, двигаемся дальше. Да, вот это у нас все-таки последняя картинка, значит, перед дальнейшим разговором. Значит, это у нас уже с вами вторая половина 20 века. Мы здесь видим еще один пример того, что попадает на художественные выставки. Более того, попадает
в учебнике, в истории искусства. Это знаменитая инсталляция Ильи Кабакова. Илья Кабаков – это самый известный, самый как бы востребованный художник на Западе, в западных музеях, самых крупных. Мы можем не встретить никаких почти там работ художников из России, ну, примерно 60-х, 70-х годов, но Кабаковым эти коллекции гордятся. И берлинских музеев, и американских музеев, и других европейских музеев. Вот инсталляция «Человек, улетевший в космос». Значит, опять же, с точки зрения каких-то критериев других, вот, которые мы с вами видели, вообще многие могут считать, что это вообще не искусство, что инсталляция – это не искусство. Мы не можем здесь оценить ни мастерство автора, ни степень его выученности, ни его отношения к традиции, ни понятия стиля, ни понятия жанра. У нас как бы нет критериев. Мы можем прочитать само послание, мы можем почувствовать сам этот месседж, да, который нам адресован, как бы про что эта инсталляция. Но нам может не быть никакого дела, скажем так, до художественных достоинств. Нам прямо доносится какое-то сообщение, очень интересное, очень парадоксальное, потому что, с одной стороны, Кабаков из той страны, которая очень гордится тем, что первый человек полетел в космос. Полеты в космос являются в советское время совершенно сакральной ценностью. Это действительно есть чем гордиться, это как бы поражает очень возвышенные чувства любого там советского человека, современника Кабакова. Кабаков считал себя вполне советским человеком, но перед нами, конечно, не космонавт. Да? У нас какая-то совершенно затрапезная комната, даже не очень понятно, это коммунальная квартира или вообще что это. Это какое-то помещение, в котором даже трудно представить какую-то нормальную жизнь. И вот этот буквально взорванный потолок, как будто человек освободился и куда-то улетел в космос. Вот просто он улетел отсюда, от этой жизни. И это настолько прямо, выразительно и сильно эмоционально сказано, что вы либо просто отзываетесь вот на это послание, и вам, может быть, тоже хочется вот просто выбить потолок и улететь к черту на куличке. Вот просто в космос. Заметьте, не в другую страну, да, там, не в другой город переселиться, не начать новую работу, а просто вот вырваться, вот выбить потолок. Давайте дальше. Значит, таким образом, так, оказывается, у меня, видите, не все картинки еще закончились, но тем не менее, вот мы видим, значит, картину, да, Репина не ждали, тоже специально взяла специальную. Как мы видим, здесь совершенно определенная социальная тема. У Репина очень много картин, связанные с изображением, прямым отражением социальных проблем своего общества. По Репину можно прямо изучать вторую половину XIX века в Российской империи, и очень многие болевые точки, важнейшие проблемы, да, могут быть им затронуты. Значит, и таким образом, но тем не менее, заметьте, это сделано в традиционном жанре картины, вполне классическими средствами. Мы не можем прямо, и нам более того даже не очень нужно обнаруживать у Репина какие-то художественные изыски. Да, сама тема, сам сюжет, сама психологическая проработка нас уже глубоко трогает. Давайте дальше посмотрим. Может быть, у нас уже, значит, еще все-таки одна картина, да? Так, и вот у нас тоже для контраста я взяла средневековую живопись Фра Анжелика «Благовещение». Тоже посмотрите, здесь совсем нет никакой социальной темы. Здесь вообще нет никакой отсылки, никакой действительности, которой живет человек, приходящий в церковь. Здесь мы видим, что религиозное искусство великого художника как бы приобщает нас к совершенно какой-то иной реальности, в которую, конечно, средневековый человек верил. Гораздо и совсем иначе, чем верит в это современный человек. И мы сегодня, глядя на эту картину, у нас тоже возникает, ну, по крайней мере, у меня, и опять же мы можем с вами обсудить, довольно сложное чувство. Я, глядя на эту картину, как бы раздваиваюсь. Потому что, с одной стороны, она мне ужасно нравится эстетически, цвет, расположение героев,
От нее веет таким умиротворением, таким светом, такой какой-то радостью, такой надеждой. Вот это сочетание синего и золотого. Вот фра Анжелика прямо вот нашел ключ как бы вот к сердцу, и сердце как бы очищается от всего повседневного, бытового и так далее. Но, собственно, само религиозное содержание для современного человека может быть совершенно закрытым. И мы не знаем, как живопись фра Анжелика действовала на людей своего времени. Наверняка она действовала как-то не так. Может быть, они и не очень замечали, и не очень придавали значения этим как бы формальным таким изыскам. Но, может быть, как бы для них это Благовещение или какое-то другое. Благовещение очень частый сюжет. Благовещение, ну, просто огромное количество. В любой церкви обязательно будет сюжет с Благовещением. И человек, может быть, реагирует на сам сюжет. Привычный, понятный, ему известный с детства. Да, по проповедям, по церковной службе, по праздникам и так далее, и так далее. Хорошо, давайте дальше. Так, вот сейчас, пока мы не читаем этот слайд, пока мы немножко завершаем с рядом картин. Значит, я хотела бы здесь на чем остановиться. Зачем я как бы весь этот ряд показывала? Значит, показывала я во многом потому, чтобы показать, что мы как бы попадаем в ситуацию разных историй искусств. Вот от каждого из произведений, которые я показывала, можно выстроить историю искусства по одним критериям. И действительно, если вы когда-нибудь заглядывали в книжки по истории искусства, как они существуют с конца 19 и 20 веке, все они написаны специалистами. И большинство, значит, этих историй тоже разделяется примерно на две части. Серьезные академические, большие, справочные истории искусства должны, заметьте, отбирать произведения по какому-то критерию и кого-то объявлять великим, родоначальником какой-то традиции, да, и критерий, кто попадает в эти истории искусства, неважно, это может быть история архитектуры, история литературы или история музыки, критерий один – попадают оригинальные творцы. Так существует современная история искусства. Она пишется специалистами, которые очень хорошо знают историю искусства, знают всех предшественников, целый ряд, и они могут взять художника и понять, что нового по сравнению с предшественниками он сделал. Если он сделал что-то новое, в любом смысле, композиция, разработка цвета, еще что-то, какие-то приемы, он попадает в историю искусства. Вся история искусства складывается вот из накоплений этого обновления. Смысл этого обновления, зачем нужно обновлять язык искусства, зачем нужно обновлять жанры, стили, формы, для историков искусства остается вопросом совершенно бессмысленным. Они просто отслеживают, кто новый, оригинальный пришел на смену тому, кто что-то просто повторял, какую-то традицию, а кто-то взял и сделал что-то по-новому, внес там новый прием, как там Леонардо да Винчи изобрел принцип сфумата, а Караваджо еще что-то изобрел, а Ренуар там еще что-то изобрел. Вот у них выстраивается история искусства как история оригинальных творцов, создающих шедевры. Никакой другой истории искусства, пожалуй, мы не знаем. Марксистская история искусства пыталась писаться по-другому, но в каком-то смысле она потерпела крах, потому что марксистская эстетика, наоборот, все чрезмерно социологизировала. Туда попадали художники, которые, например, были очень чувствительны к гражданской социальной проблематике, и эстетические качества, например, не очень интересовали. Например, отсюда вечный разлад. Когда, например, нас заставляли читать, что делает Чернышевского, это тоже огромная проблема, то с точки зрения специалистов по истории художественной литературы, все абсолютно специалисты говорили, что произведение чрезвычайно слабое. Чернышевский писатель очень плохой. Он пишет банальности, он пишет трафаретным языком. И вообще, как бы читать его надо вообще просто запретить, потому что это портит вкус. Но с точки зрения социальной истории России, что дело Чернышевского, это просто главный роман. Потому что есть такое, как бы неочевидное социологическое как бы исследование, да, вот в начале 20 века, когда принимали после гимназии студентов в университет,
один из преподавателей заметил, что многие из них не могли пересказать Евгения Онегина Пушкина, хотя Пушкин уже был объявлен как наше все, как солнце русской поэзии, как вы помните, незадолго до этого Достоевским. Тем не менее, они путались. Не так они любили Евгения Онегина и путались в пересказе. Но не было ни одного, который не сказал бы, что роман Чернышевского «Что делать» глубоко его перепахал и оказал на него колоссальное влияние, что человек, например, поменял свои жизненные взгляды, изменил свой жизненный путь, не знаю, там, поменял свои убеждения. То есть он от Евгения Онегина получал удовольствие, а после романа Чернышевского он изменился. Например, там вступил в какую-нибудь партию, да, или там, не знаю, стал террористом, или женился на проститутке. Но так или иначе, воздействие этого романа прямо имело воздействие на изменение жизненной практики и стратегии нескольких поколений молодых людей. Прежде всего, конечно, студентов, но не только студентов. Значит, и вот с этой точки зрения, значит, нам вот, почему мы сейчас познакомимся, наконец, уже с социологией искусства Пьера Бурдье, потому что он попытался найти ответ на эти вопросы. Как нам соединить эти вещи, которые, казалось бы, разрывают искусство? И не могут договориться ни специалисты, ни публика, как бы что же искусство должно, что же составляет как бы суть искусства, на какой запрос в обществе оно как бы должно отвечать. И вот Пьер Бурдье, первое, прежде всего, что он делает, он совершенно деромантизирует искусство. Он не хочет мыслить категориями творческий замысел, уникальность художественного мира, гениальность художника, природа творца. Он просто отметает все эти категории. Он исходит из того, что любой художник, независимо от степени таланта, более того, он игнорирует степень таланта, ему важно, что это художник, то есть человек, занятый производством искусства. Он не оценивает степень его таланта, он только пытается понять, что это за деятельность делания искусства. И поэтому для него творцы искусства – это такие же социальные агенты, как и любые другие люди. Они живут в социуме и подчиняются тем же требованиям, которые существуют в социальном мире. Другое дело, что он спорит как бы с таким марксизмом, особенно в таком вульгарном изводе, что это можно художников вот прямо свести к таким социальным функциям. То есть так или иначе Бурдье, его как бы собственная глубина заключается в том, что он попытался соединить автономность художественного мира, его невероятную свободу и вот это вот отсутствие быть кому-то должным, вот его такую особость, и в то же время то, что оно существует согласно требованиям общества. Немножко мы остановимся чуть подробнее на его основных понятиях. Видите, у меня такой немножко вот, подробный слайд. Значит, прежде всего Бурдье и его ученики проделали колоссальную конкретную работу. Они изучили с конца XVIII века, они занимались только не всеми художниками, а только литераторами, только писателями. Поэтому называется литературное поле. То есть их интересовало понятие рождения писателя. Что такое быть писателем в обществе? Не то, чтобы быть хорошим или плохим писателем, а вообще, что такое быть писателем. И вот они весь 19-й, их исследование закончилось примерно к концу 60-х годов, то есть это почти 200 лет, огромнейший материал. Они рассматривали с точки зрения стратегии признания и успеха, кто и как становится известным, какие механизмы работают, как складываются репутации, какие тиражи, кого читают, кого не читают, кто получает премии, кто не получает премии, кто эти премии дает, кто пишет в журналах, кто создает эти репутации. То есть, так или иначе, главное правило у него заключалось в том, что любой художник, попадая в социальное поле, на самом деле хочет одного, он хочет признания. Можно называть это славой, чем угодно, но он хочет признания. И таким образом между художниками, которые попадают в это поле, должна существовать в этом социальном поле какие-то правила вот этой социальной игры, где вы играете по определенным правилам, не вами придуманным, как любая игра. Но заметьте, и как в спорте,
правила одни и те же, но какой-нибудь Пеле, да, или Марадона, или кто-нибудь еще все-таки супер игрок. Хотя правила одни и те же, но одни играют великолепно, гениально, да, невероятно, и становятся кумирами, а другие по этим же правилам, ну, просто, например, хорошо играют, там, достойно играют, профессионально играют. И он перенес это понятие социальной игры в поле литературы. Он изобрел понятие поля. Поле это очень связано как бы с магнитным полем. То есть существуют определенные силы влияния, силы притяжения. Вы входите в это поле и чувствуете на себе давление этих сил, и вы должны закрепиться, понять свою позицию и как действовать. Но действовать, чтобы стать успешным, стать видимым, чтобы вас услышали, чтобы вас признали, чтобы вы могли что-то сказать. И таким образом он показывает своими учениками, что с конца XVIII века он берет только Францию. Франция тут была впереди всех, но похожие процессы проходили и в Российской империи, и в Великобритании, везде в Европе. То есть это достаточно универсальная закономерность. Значит, суть заключается в том, что складывается вот это автономное поле, мы можем назвать не только литературное, а вообще поле искусства. Что это значит? Это значит, складываются определенные профессии. Это могут быть критики, издатели, художники, издатели журналов, да, и так далее. То есть вся вот эта инфраструктура, которая будет поддерживать художников, невзирая на то, что, например, они не продаются. То есть, иначе говоря, вот эта вот специальная группа людей возникает для того, чтобы вычленять из приходящих в это поле людей и давать им символическую ценность. Отсюда очень важно введение, значит, Бурдье понятия символического капитала. То есть и вообще понятие вот этот рынок символических благ. Давайте дальше посмотрим. Цитата прямо, значит, вот из книги Жизель Саперо. Это одна из учениц Бурдье, которая просто очень, как мне кажется, хорошо и четко изложила его теорию. Иначе говоря, складывается поле искусства, которое отличается тем, что в нем тоже есть своя экономика, отсюда понятие капитала, но она противоположна логике обычной экономики. Потому что логика обычной экономики – это быстрая окупаемость. Это капиталистическая логика, поэтому она в XIX веке складывается. Вы вложили деньги, деньги работают, деньги создают материальный продукт. Этот материальный продукт должен потребляться, деньги должны возвращаться, вкладываться в развитие производства, и только так машина капитала крутится. Даже если мы возьмем уже устаревшую модель капитала Маркса, которую, конечно, уже много раз уточняли, но, в принципе, сама суть остается, понятие капитала неизвестно. Капитал должен постоянно работать и постоянно увеличиваться и развиваться, и он должен все время что-то производить. Так вот, получается, что вот на этом полюсе возникает узкое производство, очень специфическое производство художественной продукции, которая тоже, кстати, продается, поскольку мы живем в мире капитализма, в смысле не мы, а вот 19 век, соответственно, 20. Но при этом первоначально должна быть создана внутри этого круга только специалистами, только людьми, которые разбираются в искусстве. Заметьте, там нет никакой публики. Публика не определяет символическую ценность. Это художественные критики, это философы, это издатели, потом вот это будут кураторы, галерейщики, антрепренеры, то есть люди, которые разбираются в искусстве. Вот они определяют ценность этой продукции как символическую ценность. И это символический капитал – это отложенная ценность. Многие художники могут очень долго не продаваться, как, например, Ван Гог. Но кто-то в его время уже про эту символическую ценность знал. Таким образом, внутри вот этого отдельного, внутри общества существующего поля искусства, которое возникает в музыкальной среде, в литературной среде,
среди изобразительного искусства. Возникают структуры, которые защищают, прямо скажем, искусство от экономики и политики. Они выращивают художественный продукт, помогают вырастить художественный продукт, отобрать от пришедших в поле художников, где единственным критерием является его художественная ценность. И эта художественная ценность определяется только специалистами с точки зрения того, что этот вновь пришедший человек внес нового. Публика здесь не имеет никакого значения. Поэтому посмотрите, эта символическая ценность как определяется? Например, эти люди создают свои премии литературные, там, например, Гонкуровская премия, потом будут еще другие премии. И именно они определяют. То есть одни писатели, уже достигшие высоты признания, как бы дают символическую ценность с высоты своего символического капитала другим людям. То же самое происходит, заметьте, абсолютно до сих пор во всем мире искусства. Все кинофестивали и все кинопремии даются не публикой, не количеством проданных билетов. Члены Оскаровской киноакадемии или киноакадемии Ника – это только профессионалы, это люди, только связанные с кинопроизводством, понимающие, что такое кино. Там нет общественных деятелей, там нет людей, представляющих совесть нации, там нет людей от бизнеса, там только специалисты. Так существует с литературными премиями, с музыкальными конкурсами, с художественными конкурсами. И символическая степень определяется тем, что вы победили в этом конкурсе, вы получили, например, главный приз, главную премию. Благодаря получению вашей символической ценности, рано или поздно она начнет окупаться. То есть, условно говоря, человек, получивший символическую ценность, будет потом продаваться так или иначе. Таким образом, вот этот вот отдельный, или как пишет Будье, экономика наоборот, как бы такая, как бы другая экономика, она создает искусству его автономность, его свободу и независимость. Именно это становится как бы особой ценностью. И это разрешено только людям искусства. Давайте дальше. И теперь мы переходим к тому, что сделали вот ученики после Бурдье. Вот мне очень нравится, это, мне кажется, очень красивая. Дальше мы увидим конструкция. Что сделала Жизель Саперо? Она, значит, взяла и представила весь этот материал. Опять же, мы берем только писателей, только французских, но мне кажется, что это легко переносится и в другие сферы искусства, и за границы Франции тоже. Опять же, только сразу с вами замечу, до эпохи интернета это все работает, но после эпохи интернета нужно вносить очень сильные коррективы в эту красивую структуру. Итак, что она вносит? Она вносит такую горизонтальную линию, которая делит всех людей, пришедших в поле искусства, как бы два полюса. Линия деления, она горизонтальная. Значит, у нас с вами на одном полюсе те, кто максимально тяготеет к полюсу автономии, то есть свободы, понятие хорошего вкуса, эстетической ценности, которая не зависит ни от политики, ни от идеологии, ни от религии, ни от морали. А на другом полюсе оказывается понятие гетерономия, которое нам будет. То есть, иначе говоря, это то искусство, которое тоже имеет право на существование, но которое как бы стремится прислониться к идеологии, к какой-то крупной социальной задаче, может быть, к религии, может быть, к общественной педагогике, там, например, воспитание нового человека. Ну, то есть так или иначе выйти за пределы этого автономного поля и делать что-то больше, чем искусство. С помощью искусства, помните, там поэт в России больше, чем поэт, вот типичная позиция гетерономного поля. И, соответственно, вертикальная линия. Ну, представляем, как вот система координат. Вертикальная линия, она делит всех на успешных, то есть те, кто доминирует, господствуют, которые достигли признания и успеха, и могут как бы теперь влиять
на расстановку сил в поле, например, раздавать премии, определять судьбы других художников, возглавлять какие-то комитеты. И те, которые ниже черты, оказываются в позиции как бы менее успешных, то есть доминируемых. Вот давайте посмотрим, как это выглядит на следующем слайде. Вот, у нее получилось такая четырехчленка. Вот, мне она очень нравится, как бы 4 группы художников. Ну, словом художник я называю просто любого человека, занятого художественной профессией. Это связано просто с тем, как вы наверняка понимаете, это особенности русского языка, потому что переводить с английского арт, человек, занятый искусством, как артист, у нас не получится, потому что артист – это у нас актер. Поэтому мы используем слово художник, которое относится и к режиссерам, и к музыкантам, ну, условно говоря, потому что человек, который занят художественной деятельностью. Я им дальше буду пользоваться. Вот посмотрите, у нас с вами, соответственно, наверху находятся те, у кого самый большой капитал известности. Как я уже сказала, поле искусства приходят люди, чтобы получить капитал известности, потому что если они его не получат, их никто не увидит, их никто не услышит. У них на самом деле, с точки зрения Бурдье, единственный путь – стать признанным, перестать быть невидимым, стать видимым, стать признанным и, соответственно, двигаться вверх. Вот у нас, давайте посмотрим с вами левая группа, эстеты называют это Саперо. Очень интересно. Значит, это группа людей, занятых художественным производством, которые уже достигли определенных высот. То есть они доказали внутри этого специализированного сообщества, что они, например, там обновили художественную форму, да, что они заняты, например, развитием стиля языка. И самое главное, что они максимально дистанцированы от политики, от идеологии и от любого социального заказа. У них есть свои журналы, у них есть свои комитеты, у них есть свои премии, у них есть своя философия искусства, крайней формы которой, конечно, была в XIX веке теория чистого искусства. То есть искусство как бы вообще очищенного от социального заказа. И сами они любят собираться, не входить ни в какие политические партии, ни в какие политические комитеты, ни в какие общественные движения не присоединяться, создавать, например, свои салоны или дружеские кружки, но при этом очень важно, что они влиятельны. Они влиятельные, и они воплощают ту концепцию искусства, которая занята развитием самого искусства на основании свободы и хорошего вкуса. Ну, например, вот из русских, как мне кажется, больше всего здесь подходит Владимир Набоков. Вот он чистой воды эстет. Достаточно почитать его лекцию о истории русской литературы, где он просто вносит приговор любому русскому писателю, который слишком озабочен какой-то социальной темой, социальной идеологией. Соответственно, он довольно критически относится к большинству произведений Толстого, где он только находит у писателя какую-то слишком серьезную увлеченность, например, морализаторством, социальной педагогикой, проповедью, агитацией, какой-то идеологической программой. Понятно, что у него очень сложное отношение к Достоевскому. К Пушкину он очень хорошо относится, к Тургеневу относится неплохо. Вот. Но он, правда, свою историю русской литературы доводит примерно только до начала 20 века. Но вот он считает, что литература должна быть литературой. И для него тот великий писатель, который развивает вот такое понятие, как литературность. Значит, язык. Может быть, интересно, какие вы потом сами приведете примеры. Но если мы, например, область возьмем кино, в кино немножко сложно приводить эту классификацию, но тем не менее попробую. Вот, на мой взгляд, в российском кинематографе самый великий эстет – это Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, потому что они чрезвычайно озабочены понятием кинематографической формы, кинематографического высказывания. Они как бы развивают само кино. Даже в более социально нагруженных у Звягинцева по сравнению с Сокуровым фильмах, особенно в последних 2 фильмах,
Тем не менее, мы видим, что это превосходно, прежде всего, кино, где продуман буквально каждый кадр, где нет ни одного проброса, и где нет ни одного вылезающего из этой художественной ткани какого-то вот прямого, там, скажем, социального посыла. Ну, в общем, как бы я не буду очень подробно анализировать. Смотрим дальше. Теперь смотрим, кто у нас наверху относится к господствующим, то есть к доминирующим, но уже заметен на полюсе гетерономии. То есть если у эстетов очень высокий символический капитал, то есть капитал, который нарощен среди специалистов, знатоков, тонких знатоков, сложных знатоков. Мы иногда называем, например, опять же, кино, вернемся, это артхаусным, например, кино. Заметьте, фестивальное кино не очень правильно, потому что, например, в Каннах ценят как раз такой эстетский продукт, как бы кино в квадрате, вот такая ценность как бы самого кинематографа. А, например, Берлинский фестиваль, у него совершенно другая программа. А какая? Вот у нас есть группа «Нотабли». Значит, на французском языке слово, я не очень знаю, что оно значит, если кто-то с французским языком мне поможет, но тем не менее в статье, статья написана на русском языке, переведена, можно понять, что имеет в виду Саперо. «Нотабли» – это группа писателей, там, скажем, художников в целом, которая считает, что искусство должно выполнять какую-то очень важную социально значимую задачу. Конечно, тоже на основании хорошего вкуса, высокого мастерства, настоящего профессионализма. Но если в искусстве нет этой большой социальной задачи, чему-то научить, например, да, привить какие-то ценности, например, патриотические, или какие-то еще другие идеологические. Возможно, это какая-то национальная идея, или религиозная идея, или политическая программа. И она подробно описывая группу вот этих вот, значит, художников, она пишет, что многие из них тяготеют, как правило, к власти, сближаются с представителями власти, ходят на какие-то, значит, заседания, участвуют в каких-то комитетах, патронируют какие-то общественные движения, участвуют в каких-то общественных программах, например, там выступают на телевидении. Вообще им очень свойственно вот такое понятие, например, быть совестью нации, например. Вот они берут на себя вот такие часто миссионерские функции и задачи, занимаются благотворительностью, ну и так далее. Очень важно понимать, что это все-таки материал до 60-го года, но мы можем это вполне легко продолжить. У нас таких примеров очень много. Вот, на мой взгляд, таким типичным нотаблем, ну, по крайней мере, до недавнего времени, где-то до года, там, не знаю, 2008-го был Никита Михалков в кинематографе. Вот, на мой взгляд, он начинал вполне как эстет в своих ранних фильмах. Как мне кажется, он не был озабочен вот этими многими проблемами, но вот где-то начиная, там, не знаю, может быть, «Утомленных солнцем» в 90-е годы, и потом в других фильмах, это обязательно такая художественная форма некой проповеди или какой-то программы, какой-то иногда фундаменталистской, иногда религиозно окрашенной. Но, безусловно, Михалков мыслит себя как некий учитель жизни. И есть как бы совершенно противоположные. Ну, например, если мы возьмем Солженицына, то отчасти, например, его конфликт со многими другими писателями, современниками, в том числе в зарубежье, в эмиграции, например, конфликт с Андреем Синявским, заключался как раз в том, что Солженицын был таким типичным нотаблем. Он не мог себе представить искусство, не решающего задачу, как, например, как нам переустроить Россию. Его искусство было нагружено, ну, вот какими-то такими социально-педагогическими, социально-политическими, социально-программными смыслами. Он считал, что искусством имеет смысл заниматься только в этом смысле. Соответственно, вся структура поведения этих людей, эстетов или нотаблей, их социальная практика, их позиционирование в обществе, и, соответственно, публика разделяется тоже по как бы тяготению к той или иной группе. Более того, мы видим, что общество поддерживает ту или иную группу. Оно может поддерживать какая-то часть общества, ну, предположим, как у нас в 90-е годы и начале 2000-х, это либеральная интеллигенция, которая поддерживает вот такую
во многом как бы эстетскую программу развития искусства на разных театральных платформах, там, кинофестивалях и так далее, и нотабли, которые создают свои кинофестивали, например, там «Золотой орел», или Николай Бурляев создает свой кинофестиваль, совершенно как бы с другой программой. И совершенно понятно, что фильмы как бы из одной позиции не могут попасть на те фестивали. И это случается очень редко и очень сложно, потому что как бы там все другое, там другая концепция искусства. Предполагается, что там немножко будет другая публика, и будут другие разные критерии наделения ценности. Но тем не менее мы пока с вами описываем доминирующих, те, которые имеют символическую власть, которые определяют как бы позиции в поле, от которых зависит приход новых людей. Теперь смотрим нижняя, как бы доминируемая часть художников. Значит, в автономной у нас поле находится авангард. Авангард – это всегда те, кто только что пришли, чаще всего в поле. Поэтому они еще неизвестны, но они стремятся быть известными, да, они стремятся, чтобы их услышали, как-то прокричать об этом. И у них есть своя стратегия стать известным. Эта стратегия очень часто протестная, провоцирующая. Это, особенно если мы возьмем традиционный, исторический, вернее, авангард 20-х годов или, например, авангард 50-х годов, по крайней мере, то, что было известно Бурдье, то, значит, соответственно, они тоже создают свои журналы, свои выставки, свои группы, свои манифесты, свои акции. И таким образом, но они тоже, очень любопытно бывает, как бывшие авангардисты переходят, например, в разряд эстетов или нотаблей. Потому что авангард по определению получается, что его символическая ценность заключается в том, что он находится в критической альтернативной позиции внизу. Как только авангард покидает эту позицию, и оказывается, что эта позиция обладает для него символической выгодой. Как бы он говорит этим, которые наверху, которые для него такая зажравшаяся буржуазия, например, да, обвиняет тех, кто наверху, в конформизме, в ангажированности, да, в чрезмерном увлечении, там, не знаю, благами, славой, ресурсами и так далее. А авангардист как бы гордится тем, что вот он такой как бы вот голый. Но на самом деле в авангарде своя есть групповая очень сильная солидарность. И в этом смысле Бурдье не считает, что какая-то из групп лучше или хуже другой. Для него они все находятся в поле искусства, и поле искусства определяется напряжением и борьбой между этими группами. И у каждого из них своя концепция искусства, своя публика и своя инфраструктура. И последняя у нас группа – это массовые писатели, но в целом можно сказать массовое искусство. Оно напрямую имеет отношение к экономике скорой окупаемости. То есть здесь критерий один – только продажа. Иначе говоря, здесь произведение искусства существует в своей ценности только как товар. Оно продается тиражами, сериями, успешность закрепляется, тиражи увеличиваются. Но что интересно, посмотрите, эти писатели могут быть чрезвычайно богатыми, чрезвычайно любимыми. Возьмем там, например, наших детективщиков, недавнюю там Дарью Донцову или Татьяну Устинову, если вам еще что-то говорят эти имена. Ну, я думаю, что там просто зашкаливающие. Там даже уже неприлично называть количество переизданий, потому что в любом киоске любого уголка страны всегда можно найти очередное переиздание всех книг Дарьи Донцовой или Татьяны Устиновой, или какой-то части их. Они просто производятся всегда на протяжении 20 лет. И, соответственно, они должны писать всегда, потому что это работает как капиталистическое производство. То есть это постоянно новый роман по определенной кальке и так далее, и так далее. Очень похоже есть в музыкальной индустрии и в других. То есть это индустриальный принцип. При этом, что интересно, вы наверняка читали множество интервью Татьяны Устиновой или там Дарьи Донцовой или кого-то еще из массовых писателей. Заметьте, они не попадают ни в какие премии никогда.
и они не получат никакую литературную премию никогда. Они даже не будут номинированы. Более того, люди из числа эстетов и нотаблей, которые возглавляют комитеты, жюри фестивалей, литературных премий, которые сами собирают эти жюри, создают эти как бы вот фестивали, их программы, никогда не заинтересуются, не пригласят и даже не будут рассматривать. Но ни Донцову, ни Устинову это совершенно не волнует. Более того, они говорят, а мы не считаем себя писателями. Они как-то по-другому себя идентифицируют. Это просто какая-то совершенно отдельная, значит, область. Другое дело, что сейчас, например, последние там лет 30, с появлением интернета, стали происходить, конечно, внутри этих групп очень много всяких разных интересных вещей. Мы, например, видим, что если до недавнего еще времени очень четко, например, в музыке разделялся музыкальная классика академическая, которая продолжает играться весь 19, весь 20, весь 21 век, будут играть Моцарта, Бетховена и Чайковского на натуральных инструментах. В зале будут приходить публика, все будет происходить, как всегда, с великими скрипачами, великими пианистами, которые вживую будут играть. Но в то же время, когда появилась электронная музыка, звукозаписывающая аппаратура, да, и появился был музыкальный авангард, да, то теперь, конечно, мы видим, что вот эта вот музыкальная индустриальная культура, которая зародилась ну, где-то там в 70-е годы, да, беллетристика, совершенно верно, уже довольно скоро мы начнем обсуждать, вот, то, соответственно, многие эти законы индустрии стали переноситься вот в эти вот высокие сферы, которые заняты авангардом, эстетами и нотаблями. Там тоже стали прослеживаться, скажем, какие-то индустриальные закономерности. Например, недавно еще мне резало ухо, когда говорили, например, про киноиндустрию, и всегда предполагалось, что это, например, голливудское производство вот таких вот, например, блокбастеров. От них никто и не ждал особого там художественного качества, да. И эти блокбастеры и не попадали, например, на какие-то рафинированные кинофестивали. То теперь в киносреде совершенно нормально говорится. В нашей киноиндустрии, где имеются в виду любое производство. Более того, недавно я услышала от людей, которые заняты критикой балета, то есть в балетной критике, это вообще такая очень рафинированная узкая область, специалистов по современной хореографии, по балетному искусству, они тоже говорят в нашей балетной или хореографической индустрии. То есть, видимо, за этим стоят какие-то, в общем, процессы перетекающие, и поэтому, может быть, мой пример с Донцовой и Устиновой уже несколько, может быть, устарел, потому что появилась литература в интернете и так далее. И, может быть, вот это вот высокое место эстетов и нотаблей с колоссальным влиянием и весом, иногда репутациями, за которыми они могут по велению их руки, люди могут быть подняты или опущены, да, получать заказы или так далее, то есть они могут наделять этой символической ценностью, очень может быть, что сейчас какая-то структура меняется. Но нам очень важно понимать ведь другое, что сами социальные законы известности и признания все равно возможно только через социальные, групповые, институциональные механизмы. Представление о том, что есть какой-то гений, романтический гений, вот он должен прорваться просто потому, что он наделен гениальным талантом, вот оно, конечно, уже глубоко ошибочно. То есть вот эта романтическая концепция нашего представления об искусстве, где все самое главное заключено в гении, она, конечно, в современной философии искусства и в социологии искусства совершенно уже не работает. Потому что все смотрят на то, откуда гении возникают, кому они нужны, как они, куда они попадают, и, собственно говоря, по каким правилам этот гений может вообще что-то сказать. Какие силы как бы действуют на это. Давайте дальше еще пойдем. У нас совсем, значит, еще посмотрим несколько картинок. Вот я отобрала буквально 4 картинки, как мне кажется, для иллюстрации. Вот
на мой взгляд, стиль модерн начала 20 века – это такой рафинированный эстетизм. Это эстета, это позиция эстетизма. Ведь посмотрите, Юдив – это традиционный религиозный сюжет. Мы его встречаем и в средневековых фресках, мы его встречаем в живописи Возрождения. Это один из излюбленных сюжетов итальянских мастеров. Очень сильный, потому что это все-таки сюжет из Ветхого Завета, из христианской Библии. Вот. И он, конечно, как-то трактован внутри либо иудаизма, либо христианской традиции, но религиозно. Мы не можем просто на Юдив смотреть просто как на... А мы помним, что по сюжету Юдив – это женщина, которая отрезала голову Алаферну, то есть, заметьте, врагу. Это вообще-то героиня еврейского народа. То есть за этим стоит, может быть, и патриотическая, и религиозная, но какая-то очень большая идея. Тем не менее, у Климта, как мы видим, Юдив, строго говоря, почти ничего этого нет, и это не важно. И мы, глядя на эту картину, переживаем, получаем удовольствие, наслаждение от совершенно других вещей. Давайте пойдем дальше. Тоже выбрала такую прямо, вот думала, она взяла такую прямо школьную иллюстрацию. Василий Суриков. Василий Суриков мне представляется типичным нотаблем. Практически все его картины, во-первых, у него была действительно большая цель. Он очень интересовался русской историей, причем русской историей такой допетровской, народной, не совсем официальной. Ему очень хотелось понять какие-то там глубинные истории. То есть у него была некая своя, конечно, философия. Может быть, она не была отдельно выражена как-то. Но, тем не менее, это художник со своим представлением о том, что такое русская жизнь, о ее какой-то ткани, плоти. И он, соответственно, про эту картину, например, все специалисты говорят, что ничего подобного не было. Что, то есть стрельцов-то казнили. Но во всех учебниках написано, что их казнили, конечно же, не на Красной площади, не на Лобном месте, а где-то там на Черном болоте, никакого скопления народа. И вот этого как бы публичного действия, но Сурикову важно было создать как бы свою историософию, то есть вести это событие как некое знаковое на главном месте, как бы на арене буквально, как бы на главной сцене русской истории, где присутствуют главные ее персонажи. И сам Петр, и стрельцы, которые занимают большую часть картины. То есть развернуть это как некую драму. Он как бы придумывал, он ее выстраивал. Это была, еще раз хочу сказать, его историосовская концепция. Безусловно, он нотабль для меня. Так, дальше идем. Вот. Но это тоже понятно. Это самый знаменитый итальянский футурист Умберто Баччони, динамизм велосипедиста. Мы видим, что самое главное открытие, художественное открытие футуризма, они искали художественный эквивалент передачи в живописи движения. Понятие скорость движения, порыв, сама вот эта темпоральность, когда время вообще никак не может быть остановлено. Значит, вот, значит, была попытка найти такую художественную форму, но новый язык вот этому. И дело даже не в социальном явлении, что велосипедист или там мотоцикл или какая-то машина. Главное было совершенно изменить язык живописи, найти этот новый язык, где живопись перестала быть чисто пространственным искусством остановленного мгновения, а где как раз движение могло бы быть неостановленным, совершенно как бы вот неделимым, сплошным. И Баччони, и футуризму, безусловно, это удалось блистательно, и потом уже этот опыт был использован дальше. И последнее у нас с вами. Вот тут я немножко мучилась примером, потому что, с одной стороны, в советском искусстве такого отдельного сектора, как чисто коммерческое искусство, вроде бы не могло быть, потому что вся структура поля советского искусства, конечно, не соответствовала французскому. Но, тем не менее, как мне кажется, там были свои нотабли, свои эстеты. Всем было им, конечно, трудно и сложно удерживаться на этих позициях, потому что соцреализм и политика партии стремилась всех привести к какому-то одному канону. Но, тем не менее, совершенно очевидно, были художники, которые как бы
в большей степени, что ли, ориентировались просто на обычного человека. Чтобы человеку обычно просто захотелось бы прийти и сказать, вот картина, которую я хотел бы повесить у себя дома. И вот эта картина «Письмо с фронта», она просто разошлась на открытке. Да, она получила сталинскую премию. Алексей Локтионов был очень известным, признанным академиком живописи в советское время. Но все, что мы про него знаем, его биография, его высказывания, они говорят о том, что он совершенно плевать хотел на всякую идеологию. Ему просто страшно нравилось выписывать вот там, не знаю, структуру пола, вот эту женщину, ее юбку, складки одежды, как падает свет, вот эти вот вещи все материальные. И я много раз замечала, что люди прямо вот в музеях, в картинной галерее, прямо вот проходят мимо, и мимо Дейнеки проходят, и мимо там Михаила Ларионова проходит, но перед Локтионом останавливаются и как будто говорят, это наше искусство. Вот мы это любим. Вот, и просто это прям вот очевидно было. Вот, знаете, про таких художников хочется сказать, вот, знаете, как говорят, народный фильм. Вот Алексей Локтионов – это такое вот как бы народное изобразительное искусство. Не так много, кстати, было даже в сталинское время, потому что очень много было вот в этот период, это послевоенный период сразу, очень много было официального, парадного искусства, условно говоря, искусства для начальства, там, для генералов. А вот Локтионов, как бы вот он пытался вот как бы напрямую, и в этом смысле, если бы он существовал в условиях рынка, а художественного рынка все-таки в советское время не было, был только государственный заказ, хотя все равно художники могли жить очень хорошо, то мне кажется, что он был бы чрезвычайно коммерчески успешным художником. Потому что он прямо вот в точку бил, что человек хотел бы вот видеть у себя. И покупали бы и богатые люди, и так далее, и так далее. Так, по-моему, у нас все. Давайте посмотрим. Последний, по-моему, да, это был слайд? Да.